Салем Достар! Здравствуйте, друзья! С вами снова Анастасия. И сегодня у меня мастер-класс по вязанию вот такой корзинки из хлопкового шнура 3 мм. Корзинка вяжется очень быстро на основе донышка из фанеры. Приятного всем вязания! Приступим к мастер-классу. И для вязания этой корзинки я использую хлопковый шнур Saltera 3 мм. Использую цвета светло-бежевый, желтый и зеленый. У меня диаметр донышка 10 сантиметров. По кругу у меня 22 отверстия. Сначала делаем обвязку, оставляем кончик сантиметров 15 и делаем обвязку соединительными столбиками. Здесь я использую крючок 4 миллиметра. И вот таким способом делаю обвязку соединительными столбиками. Делаем обвязку до конца ряда, не довязываем 2 отверстия. Готово. Вот эту нить от набора вставляем в следующее отверстие, затем в петельку последнюю, подтягиваем. Теперь эту петлю нужно продеть, возьму крючок потоньше, под 2 косичками первой петли и вернуть вот сюда. Готово. Продолжаем делать обвязку. Вот эту ниточку ложим вот так на ряд и будем прятать в петельки. И теперь мы будем вязать прибавки. Будем вязать так: одинарная, двойная, одинарная, двойная. То есть 1 столбик в одно основание, 2 столбика в одно основание, 1, 2, 1, 2. И так чередуем до конца ряда. Вставляем крючок, подхватываем рабочую нить и провязываем воздушную петлю подъема на новый ряд. Следующую петлю вяжем столбиками без накида с прибавкой, то есть 2 столбика в одно основание. 1, 2 сюда же 2 столбик. Не забываем, мы положили вот сюда на ряд ниточку от набора и прячем ее в столбики. Следующий столбик у нас одинарный. Далее опять 2 столбика в одно основание. Одинарный. Далее опять 2 столбика в одно основание. Итак, чередуем до конца ряда. Одинарный, двойной, одинарный, двойной, одинарный, двойной. Итак, у меня последнее не провязанное отверстие. Провязываю сюда 2 столбика. Готово. Крючок меняю опять на 4 миллиметра и закрываю ряд. Вставляю крючок между первым и вторым столбиками. Петельку накидываю на крючок и вывожу на изнаночную сторону. И далее мы будем вязать уже бортики корзинки. И нам нужно сделать так, чтобы у нас бортики корзинки хорошо загнулись. Для этого мы сейчас вставляем крючок не вот так за ниточки, а между 2 вот этими нитями при закрытии ряда. Петелечку накидываем на крючок, рабочую нить на крючок и выводим петлю на новый ряд. Далее вставляем крючок
также не под косичку, а только за заднюю полупетлю. Также можно захватить перемычку, тогда корзинка будет крепче. И таким образом провязываем первый ряд бортиков корзинки. Здесь мы уже вяжем без прибавок и убавок. Таким образом вяжем до конца ряда. Остался последний у меня столбик. Провязываю, петельку вытягиваю, закрываем ряд. Также вставляем крючок между первым и вторым столбиками с изнаночной стороны. Петельку накидываем на крючок, выводим на изнаночную сторону. Вставляем крючок в первый столбик. Я буду вязать галочками в раскол эту корзинку. Накидываем петельку на крючок, подтягиваем и выводим петлю на новый ряд. Готово. И дальше вяжем без прибавок и убавок галочками в раскол. Это значит, мы вот так раскалываем галочку, и сзади у нас крючок выходит под перемычкой. Таким образом вяжу необходимую высоту. Ряд всегда закрываю одинаково. Далее самостоятельно провязываем необходимую высоту корзинки. Я провяжу 6 рядов. Я сейчас вяжу второй ряд, и далее буду провязывать еще 4. Довязываю последний 6-й ряд. Ниточку обрезаю. И теперь нужно сформировать такую же косичку, как по всему периметру. Для этого вставляем крючок между первым и вторым столбиками. Подхватываем эту ниточку, разворачиваемся и возвращаем ее в ту же петлю, из которой она вышла. Вот сюда, с изнаночной стороны. И крючок вставляем сразу под перемычку. И внутрь этой петли подхватываем нить и выводим на изнаночную сторону. Вот что у нас получилось. Точно такая же ровная косичка, как по всему периметру. Теперь берем зеленую нить и будем вязать лепесточки. Вставляем крючок не в первый ряд, а во второй в раскол галочки. Подхватываем нить и провязываем. Сейчас в эту же петлю провязываем еще один столбик без накида. Вот таким образом. Далее одну петлю пропускаем и крючок вставляем также не в первую петлю, а во вторую. Сюда же второй столбик. И таким образом вяжем до конца ряда. У меня до конца ряда осталась не одна петелька, а в конце у меня между лепесточками останется 2 галочки. Но это ничего страшного, на всякий случай я вам показываю, чтобы вы не пугались, если вдруг у вас тоже нечетное количество рядов, и вы увидите вот эти 2 галочки и расстроитесь. Не расстраивайтесь. Итак, довязали до конца ряда, пока я болтала, уже начала его закрывать. Ниточку обрезаем и вытягиваем, и закрываем точно так же, как закрывали желтый ряд, то есть формируем вот такую красивую косичку по кругу. Готово.
Вот эту ниточку прячем таким образом. И будем вязать лепесточки. Я беру пряжу вот такого светло-бежевого оттенка. Вставляем крючок между двумя элементами, между двумя лепесточками. И провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И далее сюда же провязываем еще 4 столбика с накидом. Вот эту ниточку ложим на ряд, сразу ее спрячем. 1, 2, 3, 4. Теперь вставляем крючок в первую петлю первого столбика и провязываем соединительный столбик. Вот у нас получился первый цветочек. Дальше 2 воздушных, 1, 2. Снова вставляем крючок между лепестками. Провязываем сюда 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вставляем крючок в верхнюю петлю первого столбика. Провязываем соединительный и 2 воздушные. Давайте еще раз, а далее самостоятельно до конца ряда. Между лепестками провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вставляем крючок в первую петлю первого столбика, соединительный и 2 воздушные. Провязываем самостоятельно до конца ряда. Итак, моя корзинка готова. И теперь тут нить тоже обрезаем. Закончили провязывание цветочков также 2 воздушными. И нужно присоединиться к первому цветочку. И ниточку прячем внутри. Вот так буквально 15-20 минут можно связать корзинку, и это будет прекрасным подарком на 8 марта или какой-то другой праздник. Вовнутрь, конечно, можно добавить что-то, положить сладости или какой-то подарок. Если понравился мой мастер-класс, ставь лайк и пиши комментарий.